Дорогие друзья, ночь на перевале Дятлова, мне кажется, один из самых крупных проектов вообще, в принципе, который я видел с тематикой заброшек и всяких мест. Целое расследование провел Дмитрий Масленников со своей командой, насколько я это знаю. Ну а что из этого получилось, давайте посмотрим. Просто насладимся этим контентом. Я думаю, что это будет как фильм смотреться. Ссылочку оставлю внизу в описании. Ребята, ночь на перевале Дятлова. Раскрыли тайну. Первая серия из 3. Ой. Некоторые фотографии размыты, чтобы не шокировать зрителя. Все события являются реальными. Отдельная благодарность фонду Дятлова и создателям сериала «Перевал Дятлова» на ТНТ за предоставление доступа к материалам уголовного дела и кадрам реконструкции событий. У них коллаба была лютая. Стоп, это был коллаб целый. Слушайте, ну это точно сейчас годнота будет, го. Зима 1959 года. Группа из 9 туристов под руководством студента Игоря Дятлова идет в лыжный поход по северу Свердловской области и так и не возвращается назад. Дятлов, Колмогорова, Тибо Бриньоль, Кривонищенко, Дубинина, Колеватов, Слободин, Дорошенко, Золотарев. Я специально перечислил вам всех участников группы, чтобы вы понимали, что практически все из них были обычными студентами, даже младше меня. Предположительно, вся группа погибает с 1 на 2 февраля 1959 года в районе горы Халачахаль, которая с мансийского называется Мертвая гора. Причины гибели до сих пор остаются тайной, и в память об участниках группы это место называется Перевал Дятлова. Меня зовут Дмитрий Масленников, и я поставил перед собой задачу понять, что же случилось в ту страшную ночь. Что вы знаете о перевале Дятлова? Сколько теорий вы слышали? Я слышал теорию, начиная от несчастного случая, наркотики, НЛО, снежный человек, нападение. Короче, что там только не говорили. Но очень много вопросов. Очень много вопросов, которые по сей день остаются только вопросами. Давайте смотреть. Ну что, наше большое путешествие начинается прямо здесь, в Шереметьево, в терминале Б. Вот наш рейс в 6:45 в Екатеринбург. Летим до туда, там проводим съемки и потом уже на поезд и к перевалу. Игорь Дятлов, 1936 года рождения. Руководитель, студент 5-го курса радиотехнического факультета УПИ. Из воспоминаний участника поисков Якименко. Игорь Дятлов – фигура легендарная в туризме УПИ. Его отличали тщательность выполнения полученных дел, хорошая физическая подготовка, уравновешенный характер, доброжелательное отношение к людям. Причина смерти – воздействие низкой температуры, замерзание, ссадины, кожные раны, полученные как при жизненном, так и в вагональном состоянии и посмертно. Возникает главный вопрос, почему эта ситуация стала настолько известной? Ведь каждый год в мире погибает огромное количество туристов, но именно это событие стало мировой легендой. Все дело в необъяснимости всего того, что происходило в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. А вот теперь слушайте внимательно.
Когда группа Дятлова поставила свою палатку на склоне горы Халачахаль, происходит нечто. Какое-то неизвестное событие, или, как многие утверждают, неведомая сила заставила всех участников группы в ужасе разрезать свою палатку изнутри и бежать от нее прочь, практически в 30-градусный мороз и пургу, к своей смерти. Ребята, палатку не отставай! Смотрим друг за другом, идем шеренга! Я напоминаю, ребят, на канале есть теория утопии, шоу мы смотрели. Но вот от Димы посмотреть это, тем более, если он сам туда приехал, это будет очень интересно. Всех участников похода нашли, но травмы, которые получили некоторые из них, наводят ужас на любого. Переломанные ребра, разрыв внутренних органов, отсутствие глаз. Как вы понимаете, в этой истории огромное количество вопросов без ответов. И свое расследование я решил начать с самого начала их пути, с города Екатеринбург. Сейчас мы едем к человеку, который буквально с момента трагедии изучает всю эту ситуацию. Это Юрий Константинович Унцевич. По сути, он знает всю подноготную. Он знает все версии, он знает, где правда, где нет. И, по сути, сейчас мы задаем ему вопросы, которые у меня возникли в ходе изучения этого дела. Александр. То есть целый фонд, есть человек, который эту историю изучает всю жизнь. Добрый день. Мы в штаб-квартире Святая Святых. Американцы, чтобы сюда попасть, разрешение ФСБ делали, там такой долгий труд был. Серьезно? Ну что, я не прикалываюсь, серьезно. Спасибо, парни. Спасибо за спонсорки. Друзья, я просто хочу, чтобы вы понимали, где вообще мы сейчас находимся. Тут все, абсолютно все посвящено этой трагедии. Книги, какие-то заметки, всевозможные газеты, артефакты. Все это по крупицам собирается, чтобы когда-то добраться до истины. Георгий Кривонищенко, 1935 года рождения. Топограф. Выпускник УПИ. О Георгии известно, что он вырос в интеллигентной известной семье. Жили они в центральной части Свердловска. По тем временам внимательно считались слушайте. достаточно зажиточными. Обладал очень запоминающимся сильным голосом. Один раз услышишь, как он крикнет, и никогда не забудешь. Задорный, веселый парень, друживший с Дятловым. Все звали его просто Юрка, потому что свой. Причина смерти – воздействие низкой температуры, замерзание, ожоги второй и третьей степени от костра, ссадины, кожные раны, полученные как прижизненно, так и в агональном состоянии и посмертно. Сейчас я хотел Ожоги второй. Что-то я про это раньше не слышал. Ожоги второй и третьей степени, полученных от костра. А как он их умудрился так получить? бы на карте объяснить вам хронологию тех страшных событий. Ожоги? Вначале группа Дятлова построила лабаз, так называемый схрон инвентаря, припасов и продуктов в данной точке. Затем от нее группа направляется в сторону от Артена по склону горы Халачахаль, где с 1 на 2 февраля устанавливает палатку. Времени мало! Иди помогай, фотограф! Сейчас помогу, секундочку! Затем происходит некое событие, будем называть его событие X, вынуждающее дятловцев спуститься от палатки по склону в сторону леса, где они оборудовали лагерь у Большого Кедра. Точка. Ну а дальше мы знаем, что Дорошенко и Кривонищенко были найдены мертвыми 26 февраля у этого кедра. Чуть позднее обнаружены тела Дятлова, Колмогоровой и Слободина, лежащими в сторону палатки.
И только спустя 4 месяца в 70 метрах от Кедра в ручье замерзшими были найдены Дубинина, Тибо-Брильон, Каливатов и Золотарев. Всю эту информацию я нашел в официальных документах. И представьте мое удивление, когда товарищ Кунцевич указал на одну из самых таинственных зацепок в этой страшной трагедии, которая находится на самой первой странице уголовного дела. Например, начнем с того, что с 1 на 2 И вот сейчас я буду очень внимательно слушать и анализировать, что говорят эти люди. Да, у меня есть свое мнение по поводу этой трагедии, потому что уделено было огромное количество времени разбору, разным версиям, всему остальному. И в силу, наверное, того, что много что посмотрено и кучу версий я услышал, я думаю, что я сейчас просто послушаю именно вот от этого человека, что он будет говорить. Это человек, который изучает все время. Всю свою жизнь он изучает эту ИПЛА. они погибли. Уголовное дело началось 6 февраля. Значит, 6 февраля, через 4 дня после гибели, их нашли. Официальный поиск Да, начался вот позже. написано. 6 февраля начато уголовное дело. Стоп, у меня мурашки бегут сейчас. Подождите. Когда начался поиск? Поиск начался после 18-го, так как прошли контрольные сроки. А в документе уже 6-го уголовное дело заведено. То есть- Давайте от этого плясать. Хорошо, Что а же- вы не предполагаете, что, допустим, была совершена опечатка в уголовном деле? И у Не нас то- будет постоянно вот такие вот оговорочки. Опечатка. Человек не в своем уме был. Да он выпил. Да он не выспался. Нет уж, давайте обопремся, так обопремся на это дело. Я не буду это комментировать, потому что тут прям, как бы, я думаю, кто не глупый, тот и так все сам понимает. Опечаток в то время, там перепроверялось все по миллиард раз, это на столько дней. Сейчас читаю уголовное дело и нашел показания вообще другой группы, соответственно, которая была примерно в том же районе 17 февраля. Что произошло? Было пасмурно, тучи, облаков не было. Но была легкая дымка, которая обычно с восходом солнца рассеивается. Сидя лицом к северу и случайно повернув голову на восток, увидел, что на небе на высоте 30 градусов разлилось молочно-белое пятно. В течение нескольких секунд оно выросло до диаметра Луны, а затем, разорвав дымовую завесу, предстало громадным огненным диском молочного цвета, размером в 2–2,5 лунных диаметра. Окруженное все тем же кольцами бледного цвета. Что там творилось, твою мать? Смотрите, группа, которая находилась неподалеку, кто-то увидел что-то, и это люди более-менее, да, так скажем, вот считают то есть воспринимают всерьез. А вы не думаете вообще о другом? У меня есть догадки на этот счет. Предположения. Не догадки, наверное, а предположения. Чувствую жопу отмерзла. Не забыли? Пожелайте нам удачи. Дай бог, чтобы все было нормально у вас. Ну что? Приятно. Ивдель, сколько здесь народу? Ивдель, надо говорить как местный, Дима, Ивдель. Ну, на самом деле, это край зон, Ивдель-Лак, газовики, нефтяники. А раньше здесь был очень стратегический объект, место добычи и переработки марганца. Броня для наших советских танков. У нас сейчас какой план? Вон, сейчас грузимся в УАЗик и 80 километров лютых дебрей. Еще раз, без комментариев, просто я хочу еще раз это слово услышать. Это важно. Опять же, это его просто слова. Или точнее факт. Если местный, то он это знает. Послушайте еще. А раньше здесь был очень стратегический объект, место добычи и переработки марганца. Броня. Запомните.
броня для наших советских танков. У нас сейчас какой план? План, сейчас грузимся в УАЗик и 80 километров лютых дебри. Вы сами все увидите. Первоначально ты другое хотел сказать. Да. Так, стоп, а вы втроем едете с нами, да? Еще Валера будет, это вы вчетвером. Еще Валера, то есть нас 9! 9 человек. Так, ребята, прямо сейчас мы едем на перевал Дятлова. Неожиданно к нам присоединяется еще один участник. И нас становится 9, мать твою. Ты зачем мне 9 взял? Блин, ну потому что очково мне, реально. Там, видишь, мне сегодня свежее фото прислали. А в девятером не очково медведя, умершего от голода там. Сейчас покажу. Что? И его другой медведь захавал. Это вообще жесть. Ну это вот я как Так. бы не фейк, ничего. То есть там сейчас бродят холодные медведи. Голодный. Холодный, голодный. Голодные медведи. Поэтому чем нас будет больше, тем будет лучше. Саш, скажи, оружие есть? Оружие есть у Валеры, да, точно. Он нас ждет на базе, куда мы сейчас едем. В общем, дорогие подписчики, кто сейчас пишет, что это обычная поездка, нет, ни хрена. Вы не представляете, насколько страшно нам туда ехать, насколько мы реально переживаем, хоть мы и смеемся, как-то пытаемся обыграть эту ситуацию, но по-настоящему в голове совершенно другие мысли. Мы рискуем, это не просто прогулочка. Кстати, да, нашу группу мы в МЧС зарегистрировали всегда, то есть тут отряд есть, мы регистрируемся, если что. Какой здесь народ вообще в этом городе Здесь живут, видите, в основном очень много здесь людей из мест не столь отдаленных, потому что это место просто опоясано зонами, лагерями, исправительными колониями. Если вы не поставите лайк, Реально. Здесь прям я ратую. не поставите лайки, напишите комментарии, вы переедете в Ивдель. Парни, вот здесь 2 человека, вот здесь 3 размещаются. Зинаида Колмогорова, 1937 года рождения. Студентка 5-го курса радиотехнического факультета УПИ. Из воспоминаний участника поиска Зиновьева. Зина была удивительным, щедрой душой человеком. Любимицей турсекции УПИ. Практически все зимние и летние каникулы проводила в лыжных и пеших походах. По дороге на Ивдель Зина отправила на станции Серов свое последнее письмо. Адресат – подруга Валентина Токарева. В письме она говорила: «Живи, Вилюш, и радуйся хорошему. Что делать, если есть иногда грусть? Надо видеть в жизни только хорошее, тогда и жить веселее будет. Слово тебе даю, все хорошо будет». Причина смерти – воздействие низкой температуры, замерзание, ссадины, кожные раны, полученные как при жизненном, так и в вагональном состоянии и посмертно. Вот тут вот все самые ценные вещи. Вот это батарейки, на которых работал передатчик. Это вот та игрушка, которую Дубинина подарила Юрию Юдину при расставании. Ну, надо было, они любили друг друга. Юдин с ней не расставался никогда. Так, вот эта трубка Колеватова, вот это фотоаппарат их. На подобные фотоаппараты сделаны все эти снимки, которые сейчас есть в интернете, которые мы вам показываем. Друзья, у меня сейчас в руках личный дневник Зины Колмогоровой. То, что они записывали в процессе своего похода. 27 число, сегодня первый день пути. Фух, прям... Выходим, запятая, в последний день видим какую-то ни было цивилизацию, печку людей. Блять, минус уши, ёб твою мать, а. Ну что, доброе утро, товарищи. Очень Мы доброе. на турбазе Чистоп, на клочке цивилизации последнем. Вот это наша гостиница и невероятных масштабов. Тут буквально несколько номеров. Здесь живут туристы и рабочие, которые строят местный карьер. Это домик хозяина.
и баня. И больше ничего. Чтобы вы понимали, вот это последний клочок цивилизации, а дальше... Так, объясняю, что сейчас будет происходить. У нас пока два типа транспорта. Урал и Сокол. Я, Эмиль и Даник будем сидеть прямо здесь. Нам надо проехать вот на этом 46 километров, форсировать 3 реки и все просто сидя вот в этом прицепе. Ну что, пацаны, давайте начинаем наше путешествие на счет 3. Раз, два, три. Воу! Опа! Все, Валера, поехали, ехать. Ребята, мы едем на перевал Дятлова! Обычно все вот такие истории, они как в тех странных этих голливудских этих фильмах. Мне кажется, исходя из слов, то, что 80 километров, 86, да, он сказал, километров по полному вообще бездорожью, форсировать реки, блять. Мне кажется, сейчас будет вообще что-то очень жесткое. Все, вот дальше цивилизации будет просто вот столько. От себя сразу хочу сказать, Димон в любом случае услышит мои слова, передадут, Дим, за тот риск, а это риск, конкретный риск, сколько бы у вас там народу больше, меньше, там, я знаю, что хейтеры сейчас там будут кукарекать, что там еще были люди, еще кто-нибудь. В любом случае, это просто чудовищный риск для всей группы, для людей, всей твоей команде. Огромный респект за проделанную работу, блять, это очень жестко. Я серьезно говорю, это прям, это уровень бог просто. По-другому мне не сказать. Это реально жестко. Или там 46, да, километров, неважно, но вы прикиньте, что это такое. По полному бездорожью. Спасибо Теперь за спонсор. я хочу обратить ваше внимание, что, естественно, у этих событий есть официальная версия. Согласно ей, группа Дятлова, разместившись на склоне горы Калачакаль в палатке и срезав часть снежного слоя для ее установки, вызвала небольшую лавину в виде смещения снежного пласта, который завалил палатку, нанеся участникам похода те самые травмы. Поэтому люди, находясь в палатке, заваленной снегом, пытались разрезать ее и выбраться наружу. И, побоявшись новой лавины, все они устремились в лес. Но чем дольше я читал уголовное дело, тем больше вопросов у меня возникало, ответы на которые, возможно, опровергнут эту теорию. Людмила Дубинина, 1938 года рождения, завхоз. Студентка 4-го курса строительного факультета УПИ. Из воспоминаний участника поиска Зиновьева. Люда вошла в туристическую жизнь УПИ буквально с первых шагов учебы в институте. В походах выходного дня она была заводилой по части массовых мероприятий, танцев на льду, чехарды. С удовольствием участвовала в агит-концертах, любила песни, умела хорошо фотографировать. Обширное кровоизлияние в правый желудочек сердца, множественный двусторонний перелом ребер, обильное внутреннее кровотечение в грудную полость, причины воздействия большой силы, телесные повреждения мягких. Здесь вот уже похоже на то, что реально чем-то был человек раздавлен, типа как что-то похожее на лавину. Тканей области головы и банная кожа конечностей. Посмертные. А что, мы прям форсировать реку будем? И жопа в том, что я вот честно сам не ездил, когда вот такая ситуация с воды на лед. Чего говоришь? Выезжать с воды на лед загруженный, я не ездил, если честно, вот так. Стоп, подожди, ты никогда этого не делал? А там глубина реки какая? А вот сейчас мы узнаем, что она меняется. Найс, блядь. Мы сейчас проехали примерно 20 километров, немножко подмерзли, конечно, уже. Перед нами река Северная Тошенка, и, честно говоря, вот сейчас это одна из основных проблем, потому что реки не замерзли, и нам на этой технике надо будет форсировать реки, а парни это делают впервые. Вот если сейчас посмотреть вокруг, то очень похоже на локацию в «Выжившем» фильме с Леонардо Ди Каприо. Мне это, честно, Да, немного кстати. напрягает. Если там еще сейчас медведь выйдет, то вообще один в один. Хорошо. Я тут узнал про медведей. Так,
Ну, в общем, если мы встретим медведя, у нас не так много шансов. Ни ружье, ничего не поможет. Почему? Ну, вот так. Дробь не повозьмешь. Пулевыми, ну, такое. Баллон только если он сам будет в настроении, испугается. Наслаждайся. Nice teammate, блядь. Честно говоря, когда я многим говорил, что мы едем в октябре, все воспринимали эту информацию как это все ерунда, вот если вы зимой поехали и так далее, но объективно сейчас намного сложнее туда добраться, чем зимой. По крайней мере, зимой у ребят есть отработанная схема и опасностей не так много, а вот сейчас мы реально едем в неизвестность. Я сейчас стою и замечаю, как погода постепенно ухудшается. В Якате было солнце, мы высадились на базе. Пасмурно было, но солнышко пробивалось, и тут уже снег начинает идти. Чувствуете? Бля, круто. Я не представляю, как дятловцы в их достаточно не приспособленных для этих условий курток, обмундирований шли на лыжах 2 недели В феврале. в феврале, когда минус 30, минус 40. Ну это же, видишь, у них закалка, тренировка, то есть люди подготовлены, поэтому это еще один раз доказывает, что не могло быть, в принципе, процентов на 90, что они погибли от своей неопытности. Это вот опровергает все. Можешь рассказать о себе, чтобы подписчики понимали, что ты супер опытный товарищ? Ну, в бывшем я, так сказать, спасатель МЧС, человек в полях работающий. Сколько раз ты был на перевале Дятлова? Ну, пусть я скажу, что 30, допустим. Допустим, 30 часов. Ну ничего себе, допустим 30. Мы сюда еле 1 раз добираемся сейчас, а ты был 30 раз. Как ты оцениваешь Уважение подготовку такой профессии. вообще ребят, Огромное уважение. которые шли на перевал Дятлова, вот этой знаменитой группы, с технической точки зрения? Перечитывая материалы уголовного дела, становится понятно, как дотошно и кропотливо они готовились к этому делу. Но на то время, вот я повторюсь, на то время это было, возможно, лучшее, что они могли сделать для себя своими руками. Николай Тибо-Бриньоль, 1935 года рождения. Выпускник строительного факультета УПИ. Из воспоминаний участника поисков Зиновьева. Загадочный Тибо-Бриньоль, кроме своей необычной французской фамилии, которая доставляла ему немало хлопот, Коля поразил нас своей импозантной внешностью. Среднего роста, темненький, с приятным интеллигентным лицом и подвижными глазами. Юмор помогал не только ему самому, но и спутникам расслабиться от физических и стрессовых нагрузок в путешествиях. Из последнего письма Николая. С руководителем похода пока не ясно, у Дятлова какие-то осложнения с практикой. Если Игорь не сможет, то пригласим Верхотурова. Я иду, несмотря ни на что. Закрытый, многоосколочный, вдавленный перелом в области свода и основания черепа, с обильным кровоизлиянием под мозговые оболочки и в вещество головного мозга. Причинен воздействием большой силы. И снова голова, и снова воздействие большой силы. Лавина прям точечно, да, выбирает, куда давить. Окей, совпадение, допустим. Телесные повреждения мягких тканей области головы и банная кожа конечностей. Посмертные. Травмы Тибо-Бриньоль получил вследствие воздействия большой силы. Так реально написано в уголовном деле. Воздействие большой силы, но нигде в уголовном деле не поясняется, что это за сила такая. Теперь вы знаете травмы Дубининой и травмы Тибо-Бриньоля. И вот сейчас я хочу перейти к тем самым вопросам, которые ставят под вопрос официальную версию произошедшего. Допустим, хорошо, это было стихийное бедствие. Снежный пласт обрушился на ребят, вызвав у них такие травмы.
Они выбираются из палатки и, преодолевая боль, доходят до леса. Они реально доходят, потому что найдены следы 8 из них. То есть они преодолевают расстояние от палатки до кедра 1,5 километра. И тут я нахожу заключение патолога-анатома, которое ставит под сомнение эту официальную версию. Дословно. Тибо был в бессознательном состоянии. Я считаю, что он не мог передвигаться, даже если бы его вели под руки. Дубинина, ее смерть наступила через 10-20 минут после получения травмы. Вот один из моментов, ради которых мы едем на сам перевал Дятлова. Возможно ли в таком состоянии, с такими травмами, практически без одежды, пройти по режущему снежному насту, а потом по глубочайшему снегу 1,5 километра, еще раз повторюсь, за 10-20 минут? Мы решили сами побывать на месте трагедии. Секунду. 10 минут по снежному, блять, насту, по яйца в снегу с травмами. Мне кажется, тут Дима сам на свои вопросы отвечает. И пройти этот путь дятловцев. 100% вам говорю, что это невозможно. Невозможно. Вопрос. Эта поездка сложна в первую очередь психологически. Вот здесь где-то появляется пустота и без одежды, животный страх по одной простой причине. Если это произошло однажды и никто не знает почему, какова вероятность, что это не может произойти снова? Так, сейчас форсируем самую жесткую реку. А вот и все, похоже. Застряли? Может нам уйти? Чуваки, вы понимаете, что вот, типа, мы просто застряли? Колесо, типа, нам вот так вот. Приключения продолжаются. Я вот засел. Да, не как всегда, блядь. Это квадроцикл надутых колес, специально для этого созданный, она пройти не может. Попробуем форсировать реку с другой стороны. Смотри, как глубоко справа! Это была очень потная катка. Есть ли у тебя какая-то версия произошедшего? Я склоняюсь к тому, что они шли именно в то место, именно в такой лютый холод, именно в самый короткий световой день, не в марте, не, так сказать, не в начале апреля. Они шли, чтобы, так сказать, понаблюдать за каким-то явлением. Я так понимаю, что огромное количество наблюдений было каких-то странных объектов в небе. Да. Среди местного населения. И, пожалуйста, вот сейчас, чтобы у зрителей немножко мороз по коже пробежал, фраза Золотарева перед выходом в этот поход. Семен Золотарев буквально в августе месяца 1958 года уже знал, что он пойдет в район Северного Урала и заявлял об этом официально, находясь сам далеко от своего дома, то ли в письме, то ли в устной форме, телеграммой, не помню точно, но фраза была следующая. После моего возвращения из похода на Северный Урал обо мне заговорит весь мир. Что такое можно найти на Северном Урале? Даже сейчас тут ничего такого нет, о чем можно удивить весь мир. Семен Золотарев. Что такое можно найти на Северном Урале? Даже сейчас тут ничего такого нет, о чем можно удивить весь мир. Тут, вот если очень внимательно слушать и смотреть, есть
очень большое количество вопросов ко всем. Вообще ко всем. Кроме группы Димы. С чего такие утверждения? А? Ну, кто-то скажет, но это же местный. С чего утверждения, если 2 минуты назад люди говорят, здесь часто видят неопознанные летающие объекты. Группа людей, как сами говорят сейчас люди, которые разбирают полностью всю эту историю на протяжении всей своей жизни, собирают по крупицам. Пошли туда, мороз, именно в это время, именно в это место. А ведь экспедиции просто так, вот так по щелчку пальцев не собираются. Я говорю свои размышления, хочу подчеркнуть это. Это просто мной услышанное из видеоролика. Семен Золотарев. Продолжаем дальше. 1921 года рождения. Фронтовик. Выпускник Белорусского института физической культуры. Самый старший участник похода. Из воспоминаний участника поисков Зиновьева. Это был загадочный для всех нас человек. В октябре 1941 года попал на фронт и прошел всю войну без единого ранения. Труп Золотарева обнаружили через 3 месяца после трагедии. Опознать его было практически невозможно. В акте судмедэкспертизы описаны странные татуировки, в частности слово «Дайр Муэдзуэ». Но родственники этой татуировки не помнят. И мне дали его личное дело, у меня копия лежит его личного дела. И там кое-что интересное. Вот, например, его зачетная книжка. Значит, он получил специальность преподаватель физкультуры в женских школах. Но в его зачет... Стоп. Вот здесь сейчас уводит мысль. Где прямой вопрос? Этот человек на наших экранах всю жизнь занимается этим вопросом. Как может просто так, тем более в те года, появиться татуха, как угодно, я не знаю, как это правильно называется, вы поняли, да, вот то, про что сейчас сказали. И даже родственники не знают об этом. И тело изуродовано, извините, до неузнаваемости. Прям напрашивается вопрос. Прям, блять, вот прям напрашивается вопрос. Знаете какой? Я думаю, у многих из вас. Ничего не озвучиваю. В чате правильные мысли. В этой книжке стоит такой предмет, как самбо, борьба, бокс, фехтование. А так в те времена это девочкам не преподавалось. Ему надо просто пройти вот эту высшую категорию, чтобы дальше двигаться по ступеньке как инструктору. Но поступки, которые он совершал, они не соответствовали вот его желанию. То есть он пошел в эту группу, но он перед этим уволился все-таки. На тот период он месяца 2 уже не работал. Потом выясняется, что у него брат у него, значит, служил немцам во время оккупации. Вот какие-то награды. Перечисляя свои награды, он путается иногда. Как-то вот какая-то расплывчатая огромное фигура. Количество вопросов к нему. Вопросов огромное количество. Чтобы вы понимали, вопросы возникают даже к могиле Золотарева. Он похоронен отдельно, и на экране сейчас вы видите его надгробие. Посмотрите внимательно и запомните. А теперь обратите внимание на обелиск памяти, где указаны все участники похода. Ничего не замечаете? Я думаю, что наша мини-теория, она тут слишком это понятно. Но это просто бросается в глаза. А теперь обратите внимание на обелиск памяти, где указаны Опять опечатка, ошиблись. все участники похода. Ничего не замечаете? Если вы обратите внимание на Семена Золотарева, то вы поймете, что у него там совершенно другие инициалы и ошибка в фамилии. И это не просто так. Дело в том, что Семен Золотарев всем представлялся как Александр, хотя по паспорту был Семен. Зачем? Согласитесь, что это тоже как минимум странно. Мне кажется, мы обязаны посетить обелиск памяти, чтобы увидеть все это своими глазами. Ну что, ребята, вы сами все прекрасно видите. Мы едем целый день через тайгу на квадроцикле. Уже темнеет. Мы сейчас доехали до деревни Макс.
Ну, я думаю, да, чтобы волков отгонять. Здесь много собак. Привет! Что, вы нас сейчас фонари Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, а? Пес, привет. Так. Смотрите, мы сейчас можем остаться здесь, в Манси, переночевать, восстановить силы. Уже темнеет, смеркается. Ага. Сам видишь, как бы на улице реально непогода. Скорее всего, и ночью еще будет усиление ветра и большой снегопад. Представьте, насколько сложно здесь жить. И благо, что есть вот это. Это спутниковый телефон, который работает на солнечных батареях, и он для местного населения абсолютно бесплатный. Каждый может позвонить на любой сотовый, городской, и я думаю, что мы сейчас воспользуемся этим. Честно говоря, я маме сейчас немножко боюсь звонить. Чтобы она не перепугалась. Это самое главное. Давайте не нагнетать, мужики. Да. Алло, мам, привет. Я сейчас перед перевалом Дятлова в деревне Манси нашел телефон, вот звоню отсюда. Мы сейчас отправляемся уже к самому перевалу, поэтому я буду без связи дня, может, 3-4. Ну, нормально, мы тепло все оделись, так что не переживай. Ну, слегка замерзли, но в целом все прекрасно. Спрашивают, просушиться где есть, там все. Все есть, термобелье, все есть, не переживай. Последний сеанс связи перед самим перевалом. Так что вот когда вернемся, я тебя наберу обязательно. Все, целую, люблю. Люблю, целую, не переживай. Давай, люблю тебя, мам. Давай, целую. Александр Колеватов, 1934 года рождения, заведующий снаряжением, студент 4-го курса физико-технического факультета УПИ. Из воспоминаний участника поиска Зиновьева. Саша был старше нас и уже умел туристический опыт. До переезда из Москвы в Свердловск в составе московской команды совершил поход по Приполярному Уралу и успел побывать на горе Сабля. Саша Колеватов был рассудительным человеком, пользовался доверием людей. В походах аккуратно вел свой дневник, но никому его не показывал. По-видимому, доверяя дневнику свои наблюдения, сохраняя конфиденциальность. Причина смерти – воздействие низкой температуры, замерзание. Телесные повреждения мягких тканей области головы и банная кожа конечностей. Посмертные. Есть еще один таинственный момент, связанный с Колеватовым, Дубининой, Золотаревым и Тибо Бриньолем. Дело в том, что на их одежде были найдены следы радиации, а именно бета-излучения, которое превышало предел практически в 2 раза. Вот заключение главного радиолога Свердловска эксперта Левашова. Одежда загрязнена или радиоактивной пылью, выпавшей из атмосферы, или эта одежда была подвержена загрязнению при работе с радиоактивными веществами. Ответьте мне, откуда там могла взяться радиация? Мне кажется, это безумно. 36, 25, 36. Сейчас очень важный момент. Запомнили, да, слова? Я вам просто покажу один момент. А раньше здесь был очень стратегический объект, место добычи и переработки марганца. Продолжаем просмотр. Мне кажется, это безумно важный вопрос, и нам необходимо провести тесты на радиацию на самом перевале Дятлова. Чё, еще сутки жопу морозить? Привет, братан. Я прям представляю, как вы сейчас посмотрели эти несколько минут экранного времени, а для нас это несколько суток пути. На минуточку, несколько суток пути, вот так. Люди пишут в чате. Марганец не радиоопасен, как бы. Кирюх, я не знаю, сколько тебе лет, так же, как и людям, которые задались сейчас тоже этим вопросом, или кто по химии подкован. Но давайте, чтобы я сейчас развернутый ответ не давал, ребят, нас 17 тысяч человек, 100% вы понимаете, кто где и что смотрит. Я думаю, не надо мне это комментировать. Давайте чуть-чуть включим мозг. Не цепляйтесь за слово марганец. За другое слово немножечко подумайте. Прям вот капельку. Вот так вот по холоду, по кочкам мы все отбиваем себе. И все ради того, чтобы сделать крутой контент для вас. Так что, ребят, поставьте лайки, подпишитесь на канал. Мы стараемся для вас.
Мансийская тропка кончилась. Лес хвойный, с утра солнышко было. А сейчас пасмурно. Весь день шли вдоль Ауспии. Честно говоря, какая-то пугающая пустота. У меня, знаете, какой-то легкий холодок по телу пробегает, потому что вот это же река Ауспия. Помните, мы ее видели в сериале «Перевал Дятлова»? Они здесь были. Чтобы вы понимали, мы сейчас стоим на том самом месте, где 61 год назад стояли дятловцы. Буквально за день, за два до своей смерти. Еще раз подчеркну, работа колоссальная проделана. Колоссальная. Пятый день. Пятый. Парни, через деревья смотрите. Это оно? Чё здоровая какая. Пройдя 6 дней пути, замерзнув, преодолев огромное количество испытаний, мы все-таки оказались здесь. Добро пожаловать на перевал Дятлова. Рустем Слободин, 1936 года рождения, заведующий ремонтным набором. Из воспоминаний участника поисков Зиновьева. Рустем вел активный спортивный образ жизни, был заводилой всех спортивных и туристических мероприятий. Если случалось выезжать на уборку картофеля и шел дождь, ребята сидели и играли в карты, а Рустем же надевал кеды и устраивал кросс-походы. Рустема отмечали как сильного и надежного товарища, спокойного, немногословного, уравновешенного. Спасибо. Он всегда делал утреннюю зарядку, несмотря на погодные условия. Железная воля и интеллект. Человек будущего. Так его называли. Причина смерти – воздействие низкой температуры, замерзание. Закрытая черепно-мозговая травма, трещина лобной кости с левой стороны. Расхождение швов черепа посмертное. Ссадины, кожные раны, полученные как прижизненно, так и в агональном состоянии и посмертно. Это не совпадение. Не было там никакой лавины. Это мое мнение. Нет, ребята. Тяжелейшие раны головы у многих членов. По колено в снегу, прямо на ваших глазах, несколько парней приехали сюда ради того, чтобы своими глазами взглянуть на одну из самых таинственных точек в нашей стране. Обычная гора, которая по каким-то таинственным причинам до сих пор не разгадана, унесла жизни 9 человек. И мы здесь, чтобы понять, что с ними случилось. Ребят, мы на перевале Дятлова. Блять, дух захватывает. Дятлов, Колмогоров, Дорошенко, Слободин, Кривонищенко, Колеватов, Дубинина, Тибо Бриньоль, Золотарев. Эти люди погибли вот здесь. И до сих пор мы не знаем четкой причины. Но мы здесь, чтобы попробовать собрать как можно больше информации, которая, возможно, нам не поможет сделать какие-то выводы. Но в будущем
возможно, даст какие-то плоды, которые приведут уже других людей к разгадке этой тайны. Ну что, это было безумно сложное путешествие, за которое у нас возникло огромное количество вопросов. Можно ли поставить палатку на том самом месте, где это сделали дятловцы? Возможно ли участникам группы пройти 1,5 километра в непогоду с невероятными травмами за короткий промежуток времени? Есть ли на перевале следы радиации? Что мы найдем у обелиска памяти дятловцев? И неужели это было не стихийное бедствие, а убийство? На все эти вопросы мы постараемся ответить во второй серии этого проекта, который выйдет совсем скоро. И чтобы ее не пропустить, обязательно подпишитесь на канал. С вами был Дмитрий Масленников и удачи. Последний сеанс связи перед самим перевалом. Так что вот когда вернемся, я тебя наберу обязательно. В самом конце я скажу свою версию. Я скажу свою версию. Как есть. Не то, что кто-то хочет слышать, а как есть.